Всем привет! Для создания такой вазы, как на превью, нам понадобится стеклянная красивая бутылка или старая ваза, которая уже разонравилась. У меня была вот такая вот ваза из Икеи, купленная в не знаю каком году, и я решила ее переделать. Отдала ей предпочтение потому, что у нее широкое горлышко, и туда поместится чуть больше веток. Гипс я всегда беру только экстра прочный, потому что очень обидно наблюдать, как многочасовая работа разваливается на твоих глазах. Оборачиваем нашу вазу в плотный картон и закрепляем картон на вазе скотчем. Особое внимание надо уделить горлышку, чтобы там не было щелей и гипс просто не вытек. Разводим нашу смесь из расчета 1 часть воды на 3,5 части гипса порошкового и хорошенько замешиваем. Потом выливаем получившуюся кашицу в щель между картоном и горлышком вазы. Моя смесь застывает всего за полчаса. Гипс застыл, и мы снимаем картонную форму с нашей вазы. То, что бумага частично прилипла к нашей заготовке, это не страшно. Нам все равно придется ее шкурить для того, чтобы она выглядела ровненькой, чем я, собственно, и собираюсь сейчас заняться. У нас остался один непокрытый гипсом кусок вазы, и мы повторяем процедуру, снова оборачивая вазу в картон и заливая остаток. Снова ждем полчаса и снова зашкуриваем все неровности на нашей вазе. Такие перфекционисты, как я, могут снова развести немножко гипса, чтобы замазать все неровности и царапины. Но это не обязательно. Когда ваза станет гладкой и приятной на ощупь, можем продолжать ее декорировать. Я взяла акрил цвета серебристый металлик и аккуратно спонжиком попробовала нанести краску максимально неровными пятнышками. Когда краска подсохнет, я ее зашлифую, но исключительно движением в одном направлении, для того, чтобы у вазы была ровная текстурка. Последним шагом осталось защитить гипсовую часть нашей вазы от влажности. У меня был лак с блесками, который просто прекрасно подошел к декору моей вазы, и, собственно, работа готова. Если вам понравился результат, пожалуйста, поставьте лайк этому видео.